В Counter-Strike 2 добавят насмешки. Я разблокировал скрытые функции меню и инвентаря ограниченной бета-версии. Маленькие намеки на будущие режимы и механики игры. И что ждет мододелов и контент-мейкеров. Меня зовут Пром, и все это мы разберем в данном ролике. Но перед этим глянем на спонсора. Что-то давненько мы не заходили на Fireskin, где по-прежнему можно из кейсиков выбить неплохой дроп, а также опробовать новенький всеми любимый режим Upgrade, где можно обновить не понравившийся выбитый вами скин, или же испытать удачу и поучаствовать в мини-играх, такие как выбивание бонуса, где приз в итоге выбираешь сам, или же минное поле, где выше ставка, тем дороже приз. На сайте также можно приобрести весенний пропуск, где ты за каждое открытие будешь получать уровень и различные призы, или же вообще посоревноваться в топе пополнения баланса в битве за скин и также выбить себе неплохой приз. Ну а использовав мой промокод, можно получить 45% к пополнению. Так что не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, начнем, пожалуй, с самой спорной механики, которую, возможно, добавят в Counter-Strike 2. И это, разумеется, насмешки, которые не давали мне покоя еще с 2017 года, так как впервые их заметил именно в этом году. И даже ролик по этому поводу записал со своим концептом. Конечно, всегда будут те, кто против введения данной функции, мол, это изуродует игру в целом. Однако в файлах ограниченного бета-теста CS2 были обнаружены 12 анимаций насмешек, что говорит нам о появлении данной механики в будущем, если, конечно, разработчики вдруг не передумают. Но данные анимации как бы уже в игре, и все они имеют приписку «Тант». И в большинстве случаев они состоят из жестов по типу хлопков в ладоши, угроз расправы, проявления радости и даже пресс F. Ну и к моему удивлению, жест с показыванием среднего пальца. Valve, фу-фу-фу, что вы делаете? И, конечно же, хочется выделить одну анимацию с танцем. Глядишь, так и до Fortnite доберемся. Так что, пожалуй, немножечко выделим время на проигрывание всех анимаций. Короче, исходя из того, что некоторые из насмешек прописаны в игре как End Round, скорее всего, они будут использоваться в сцене конца раунда. И было бы, кстати, логично показывать команду победителя раунда, которая смогла бы при нажатии клавиши демонстрировать насмешку. Ну а мы тем временем, ребята, переходим к следующей теме. О том, как я разблокировал все функции меню и инвентаря в бете CS2. Если же вы смотрели стримы по CS2 или же имеете доступ к ограниченному бета-тесту, то знаете, что в главном меню есть всего 3 вкладки. Это инвентарь, играть и новости. Точно так же, как и во вкладке играть, мы имеем возможность запустить только 2 режима. Это классический и бой насмерть. Как оказалось, в файлах игры на самом деле лежит полное меню почти со всеми функциями, в котором намеренно прописан блок для бета-тестеров. И после того, как я снял данный блок, в главном меню появились 2 дополнительные вкладки. Это смотреть и CS 360, АК статистика. Забавно то, что они по сути ничем не отличаются от CSGO и вполне работоспособные. А вот уже во вкладке играть мы получаем полный доступ к разным режимам. Это напарники и ретейк, он же зачистка. Ну а также получаем еще и кнопку, которая выводит браузер серверов. Увы, но в бете он еще не работает. И, к сожалению, как вы можете заметить, почему-то в игре отсутствует вкладка запретной зоны. Есть вероятность, что ее добавят аж спустя какое-то время после релиза. На это намекают многие факторы. Хоть в консоли и можно обнаружить многие команды, связанные с данным режимом, однако даже модельки персонажей запретной зоны потеряли все дополнительные составляющие. Это экзожамп и броник с шлемом. Возможно, они готовят небольшую переработку данного режима, куда добавят все найденные в файлах предметы. Кстати, у меня на канале выходили 2 ролика по скрытым файлам. Можете с ними ознакомиться. Вдобавок, хочется похвалить разработчиков. Они настолько хорошо портировали игру на Source 2, что даже старые конфиги с режимами из CSGO легко подходят к CS2. То есть, уже сейчас можно их добавить и запустить несколько режимов из операции Гидра. Это же касается и инвентаря, благодаря чему мне удалось и в CS2 разблокировать все предметы. Однако в бета-версии некоторые функции отсутствуют, по типу осмотра капсул и их прокрута. Ну что же, и вот мы наконец-таки подобрались к последней теме ролика. На самом деле в файлах CS2 нашлось невероятное количество намеков на будущее обновление, отчего в мысль приходит страх от перенасыщения контента
контента в будущем, что может повлиять на игру либо хорошо, либо плохо, так как мы с вами привыкли к долгим месяцам без обновления в старушке CSGO, и при любом чихе разработчиков поднимался онлайн игры. Ну а так на данный момент в файлах новой CS-очки из последнего можно еще выделить упоминание зомби, что намекает на будущий режим или ивент на Хэллоуин, добавление персонажам анимации плавания, чего в CSGO раньше не было. И это, кстати, может расширить горизонт для создателей карт. А учитывая, что инструменты по созданию контента очень удобные в Source 2, пилить обновления разработчики смогут чаще. И это же касается и мапмейкеров, и скинмейкеров. Правда, для них станет сюрпризом, когда выйдут официальные инструменты, потому что по сравнению с CSGO, CS2 скукожилась до малых размеров. И вот вам наглядный пример размера модельки персонажа из CSGO и CS2. Так что, ребят, в будущем нас ждет еще очень много чего интересного. Ну а на этой ноте у меня все. И я буду, кстати, не против, если ты поделишься роликом с другом. Огромнейшее спасибо вам за просмотр. Всем пока и удачи!